Друзья, переходим к следующему слайду. Этот слайд традиционный. Это что произошло с недвижимостью за 1 год. Ну, сравниваем, видим, февраль 2025 год, класс социальное жилье, 1037 долларов за квадратный метр. И февраль месяц 2026 года 1059 долларов за квадратный метр. И вот можете по месячно видеть, как рос рынок недвижимости на протяжении буквально всего года. И последние 2 месяца, это январь-февраль, незначительная динамика снижения. В целом за год недвижимость данного класса подорожала на 2,12%. Также, друзья, мы вот здесь внизу, я и компания Alim Consulting готовим индексы рынка недвижимости для крупных иностранных банков, украинских, национальных банков. Что такое индекс недвижимости? Давайте я вам покажу. Вот здесь в данном случае это вторичный рынок, класс социальное жилье, единичка, запятая 0,21. Индекс рынка недвижимости – это макроэкономический показатель, который характеризует изменение стоимости квадратного метра во времени. Ну, в данном случае класс социальное жилье. Давайте покажу, как считается. 1059 делим на 1037, получаем рост в процентном соотношении за год 2,12%, или же вот этот положительный индекс. Единичка, запятая, 0,21. Друзья, я знаю, что меня смотрят люди, которые работают в финансовых учреждениях, это управление по рискам или по риск-менеджменту. Данные специалисты очень хорошо знают, как меняется стоимость денег во времени, а я один из немногих в Украине, кто знает, как меняется стоимость недвижимости также во времени. Поэтому для того, чтобы вы можете меня найти в описании моего канала, есть телефончик, Viber, да, можно списаться, там созвониться, составим техническое задание, и вы будете раз в квартал получать исследования по всему портфелю. Мы говорим о недвижимости, под которую ваше финансовое учреждение выдало финансовые средства. То есть вы будете видеть, как меняется стоимость недвижимости, та, которая, в общем-то, находится в вашем кредитном портфеле вашего финансового учреждения. Вы знаете, как меняется стоимость денег во времени, еще раз повторюсь, а я знаю, как меняется стоимость недвижимости, причем всех классов, всех сегментов по Украине. Поэтому синергия наших зданий, друзья, поможет и вам в вашем сложном бизнесе, и мне дальше заниматься наукой, ну и развиваться компания Limb Consulting. Итак, друзья, запомните, плюс 2,12% в годовом измерении подорожала недвижимость, вторичный рынок. Переходим к последнему, наверное, слайду. Здесь мы сравним два сегмента. Это сегмент рынка, квартиры, выставленные для продажи, и квартиры, выставленные для аренды. Вверху это предложение. Я повторюсь, за год плюс 2,12% это социальное жилье. А вот внизу также класс социальное жилье. Здесь единственное, что мы сравниваем по квартально, то есть квартал с кварталом. У нас, естественно, здесь будет четвертый квартал 2025 года, сравниваем с четвертым кварталом 2024 года. Ну, чтобы корректно это было. Итак, мы видим, что по росту недвижимости по предложениям всего лишь 2%, 2,12%. А вот по аренде, друзья, здесь все в долларах. Я перевел это все в доллары, чтобы мы, ну, как бы было все в долларах в одной единице измерения. Внизу смотрим. Одно-, двух-, трехкомнатные квартиры, четырехкомнатные в целом по городу Киеву за год показали рост 6,52%. Друзья, ну что я вам могу сказать? Это очень много. Это очень много. Почему я об этом так достаточно как бы уверенно говорю? Это в долларах. В долларах рост аренды 6,52%. Вот вы просто для сравнения пойдите в любое финансовое учреждение, которое работает на территории Украины,
и узнайте, сколько, под какие проценты вы можете положить доллары на год. Ну, депозит открыть, да, на депозитный счет. Вы удивитесь, 1%, там где-то я видел полтора, но скорее всего это будет 1%. Услышали меня? То есть 1% вы получите доходность в долларах, если положите в финансовое учреждение. А здесь 6,52%, я перевел это все в доллары, для того, чтобы единица измерения одна была. То есть это очень много реально. Очень много это было связано с тем, что Киев был переполнен. Помните, я вам рассказал историю о том, что 3,5 миллиона, как я предполагал, потому что я тогда жил и видел, что происходит в Киеве, находилось людей в городе. А они же должны где-то жить. Это квартиры, которые они снимали. Я думаю, что большая часть именно люди, которые снимали квартиры в городе Киев. Поэтому это вызвало вот такой рост в аренде. Поэтому я просто не сомневаюсь, и уже многие там YouTube-блогеры об этом пишут. Ну, YouTube-блогеры, они же такой в погоне за, называется, за этими самыми, за сенсациями. Я за сенсациями не гонюсь, но в следующих видео буду вам показывать. Ну, дождемся марта месяца. Поквартально мы делаем исследования, долгосрочная аренда. Но я уже сейчас вижу, что аренда медленно и уверенно снижается. Почему в городе, в котором нет света, воды и всех остальных прелестей, так сказать, ну, вот этого современного жилья, когда живешь на 25 этаже с видом, как шахеды тебе в окно летят, не в туалет сходить, потому что водоотвод не работает, воды нет, потому что электричества нет и насосы не качают на 25 этаж. То есть вот эта урбанистика привела к тому, что люди превратились в заложников, которые живут в каменных мешках. И жить в таком каменном мешке, еще и платить аренду за это, ну, это такого себе удовольствие. Поэтому аренда начинает медленно и уверенно снижаться. И я даже не сомневаюсь, что вот эта цифра в годовом измерении, это был пик, так сказать, пик по сдаче в аренде, по доходности. Сейчас мы будем видеть обратную историю, как аренда будет снижаться, как и снижается уже 2 месяца. Видим здесь верхний график, стоимость квадратного метра по предложениям. Друзья, ну что, пришло время, давайте я закрою, пришло время подводить итоги. Давайте я всего лишь мои предположения, да, это предположения, опять же, исключительно я в своих предположениях, или точнее прогнозах, всегда применяю метод многофакторного анализа. Я несколько элементов вам показал, как снижается аренда, я уже это вижу, да, как снижается незначительно на 2 месяца стоимость квадратного метра по предложениям, квартиры, которые выставлены для продажи. Я все-таки предполагаю, что вот у нас март месяц еще, мы увидим также где-то снижение жилой недвижимости, порядка, может быть, процента, полпроцента. Итого, в годовом измерении, сравнивая, помните, давайте я вам даже покажу сейчас, чтобы у вас это отложилось, включу еще раз, одну секунду. Так вот, в годовом измерении, давайте так, вот это мы, так. В годовом измерении у нас рост плюс 2,12%, вот показываю здесь, да. Я предполагаю, что в марте месяце мы увидим на 0,5% снижение стоимости квадратного метра, и сравнивая март 2026 года с мартом 2025 года, мы увидим где-то вот здесь, ну, возможно, 1,5% роста. То есть динамика затухающая, будет еще положительная динамика, но уже будет вниз сходящая такая, то есть мы будем видеть медленно, уверенно, как будет снижаться стоимость квадратного метра. Но это, друзья, всего лишь мои, так сказать, предположения. Время расставит все на свои места. Итак, пришло время прощаться. Для того, чтобы вы знали, что происходит с рынком жилой недвижимости, вам необходимо что сделать? Правильно подписаться на мой канал. Вы также можете ставить лайки, дизлайки данному видео, а еще вы должны помнить, что я ваш скромный слуга. И компания Olymp Consulting готовим для вас ежемесячные обзоры рынка недвижимости, которые, я уверен, станут для вас компасом, ну или как минимум путеводной картой,
каменных джунглях рынка недвижимости Украины. Друзья, до встречи в следующих моих видеороликах.